Привет, мои дорогие! Хочу просмотреть для вас на зеленой книге, мои традиционные гадания на зеленой книге, такую тему. На будущее 10 дней, на предстоящую декаду месяца. Что на пороге, что готовит судьба, от чего не уйти, что хорошего приготовила судьба. Здесь у меня старшие арканы вот здесь и младшие арканы здесь. Колода разделенная для того, чтобы посмотреть глубоко. Младшие арканы смотрят практически точно, глубоко на события каждого дня. А старшие арканы смотрят, знаете, так панорамно, общую картину, смотрят масштабно. Какой урок вы проходите? Кто вы по мнению высших сил на это время? Какой старший аркан может вам помочь лучше всего? Я возьму 4 старших аркана, и вы можете выбрать из 4 себе. 1, 2, 3 и 4. Конечно, лучше всего смотреть все 4 карты. Или выбрать первую, вторую, например, первую, третью, или вторую, четвертую. В общем, вы хозяин-барин. Вы сами решаете, как для вас лучше. Но я знаю, что расклады на зеленой книге, они всегда очень правдивые. Мы присягаем на зеленой книге. Карты вам говорят истинную правду. И зеленый цвет – цвет Венеры. Поэтому все расклады на зеленой книге, как и все другие мои, заговоренные на успех, удачу, деньги, благополучие и любовь. Итак, смотрите. Какой урок вы сейчас проходите? По первой карте это 11-й урок. Урок справедливости, карта «Справедливость». Она говорит о том, что теперь уже ваша жизнь начнет выправляться, все будет идти в лучшую сторону, потому что по справедливости теперь наконец-то вам должно повезти. Это карта, знаете, баланса. Это карта такого натурального закона. Вы много вложились, вы много сделали для того предприятия, которое вас сейчас заботит, или для любви, или для бытовых каких-то дел, для дома, для семьи, для работы. Вы много вложились, и теперь время пожинать плоды. Это карта баланса, это карта прекрасного гомеостаза во всех отношениях, это карта выздоровления, прекрасного здоровья. Карта благополучия, потому что вы серьезный человек, вы много вложились, и вот вам результат, карта справедливости. По справедливости у вас будут и деньги, и все самое лучшее. Это если вы выбрали первую. Но можно продолжать, все 4 можно выбрать, конечно, да, потому что эти карты говорят, какие старшие арканы будут вас вести на эти 10 дней, будут вам помогать, будут давать свое благословение. Ну и подсказки и советы, что самое главное. Вторая карта – это карта, которая называется именно в этой колоде «The Horned God». То есть это мужское божество северных народов именно летом, потому что большинство в северных народах, как вот Бог-Отец, да, он делится на 8 частей. 4 мужские, 4 женские. И каждый сезон меняется вот как бы его облик, да. И вы видите, это 4-я карта, и это карта «Император». Так что император – это просто победа. Победа, успех, защитник. У вас есть или будет защитник, который будет вас оберегать, охранять от всяких неблагоприятных обстоятельств. Или появится защитник, который будет вас оберегать от злых людей, негативных людей, люди, которые преследуют свои интересы. То есть здесь само божество, сам Бог-творец вас оберегает. А здесь лес. Лес – это ваше подсознание, это ваш внутренний космос, внутренний мир. И там есть тотемные животные, видите? Медведь, лиса, енот и олень. Эти все, и ворон. Эти все тотемные животные стоят у вас на защите, со всех сторон вас оберегают, бережно к вам относятся и подталкивают вас нежно на дорогу успеха, потому что это ваш лес, ваше подсознание, и именно в вашем пространстве есть дорожка такая к успеху. Видите, как здесь цветы, кстати, символ тоже успеха, омоложения организма, прекрасного здоровья, цветы, красоты. И постепенно вы выходите к свету. Я же говорю, что к свету вы ходите. Обе карты говорят, что вы выйдете к свету. Смотрим следующую карту. Третья карта. Как вам старший аркан будет помогать на это время? Это карта Green Man, или же зеленый человек, ну, в этой колоде. И это означает шут. Что такое шут? Это карта, так называемая бланка, вопрошающего. Ваша карта.
Это обнуление. Это когда мы переходим на тот уровень, когда мы идем налегке по жизни. Когда у нас прекрасное настроение, вот у вас будет прекрасное настроение, настрой на позитив, потому что будущее – это поле вероятностей. И вы выбираете, какую вероятность вам удобно. Меня иногда спрашивают, как узнать, что это для меня, вот то, что я делаю и так далее. Я вам скажу, как узнать, очень легко. То, что легче всего дается без нажива, и вы себя не заставляете, вы все равно бы это делали. Вот это именно ваше. Что касается даже еды, если бы вы ели это в любом случае, да, вам хочется это есть. Это касается работы, талантов, это касается человека, с которым вы живете. Если вы с ним жили, независимо от того, бедный он или богатый, это ваш человек. Итак, здесь обнуление, здесь новый путь, новая дорожка перед вами раскрывается. А на карте изображен какой-то деревенский оркестр. Во-первых, собака есть, это символ верности. Будут верные люди по почеке с вами идти. Во-вторых, кто-то танцует, это вы танцуете, и вам подпевает оркестр. Но оркестр – это, конечно, поддерживающая среда других людей, которые вас любят, желают вам добра. Это ваш дом, смотрите, это какой-то лесной домик или дачный, может, у вас новый дом будет, новая квартира. Может, вы будете уже переезжать за это время или планы строить, или деньги откладывать на эту прекрасную покупку. А вот здесь следующая карта – это уже этот дом. Видите, какой шикарный дом? Такой прям милый нашему северному глазу, да, такая домашняя обстановка, красивая, летняя, так здорово. Это лето в любое время года у вас в душе. И эти карты говорят, что дождик, солнышко, все равно какая погода, внутри всегда солнце светит, потому что карта солнца. Вот эти карты все будут вами вести. Карта солнца. 19 номер. 19 – это 1 плюс 9 будет 10. 10 – это тоже сложное число. Мы к единице добавляем 0, получается 1. 1 – это лидер. Вы лидер в своей жизни. Да? Подсолнухи здесь знак вашего астрологического знака рождения. То, что вы идете по жизни радостно, легко, получаете успех. Подсолнух – это успех. Это символ солнца вообще у вас в гороскопе, а также символ солнца в жизни, потому что подсолнух похож на солнце. Здесь также дерево обозначает, что у вас будет крепкое здоровье, собственность будет личная, если пока еще нет, но солнце какое нежное здесь, да, и птица летит. Птица, конечно, это желание ваше, это стремление, это свобода, и это все, что вы будете получать. Кстати, я не сказала, в этих картах первая карта называется The Standing Stone, то есть вот этот камень, который раньше древние ставили в память о чем-то важном. Например, когда кому-то Джозеф, или нет, не Джозеф, кому-то Яков, ему приснилась лестница, да, помните, у меня есть много видео о лестнице Якова, и он вот на этом месте, где ему приснился этот сон, поставил такой памятник, монумент, чтобы помнить, что это самое важное событие в его жизни, когда ему ангелы приснились. Поэтому я скажу, что вот этот standing stone – это ангелы в вашей жизни, которые присутствуют, вас будут защищать, оберегать и давать вам поддержку и помощь. Можно сделать скриншот с этого прекраснейшего расклада. И я хочу сказать, что этот расклад, давайте я сделаю вот что. Если вы пожелаете, можете сделать скриншот. Я уберу нашу прекраснейшую, любимую зеленую книгу. И предлагаю вам, если есть желание, можно сделать скриншот. Потому что эти карты будут помощниками на весь месяц, будут вас помогать, оберегать, вести по жизни. В общем, я так оставлю на секунду. Если есть желание, можете посмотреть на них ближе или же написать себе в ежедневнике, что именно эти карты ваши помощники и проводники. Так, хорошо, дорогие мои друзья. Продолжаем расклад. Книга зеленая возвращается на свое место. Старшие арканы для нас поработали, мы их отложим сейчас и возьмем младшие арканы. Я посмотрю самые главные сферы, кардинальный крест, самая главная кардинальная сфера вашей жизни. И это 4 сферы. Первая – личность, характер, поведение, ваша внешность, омоложение. Вторая сфера – это домашняя сфера, дом, семья, недвижимость. А третья сфера – это партнерство, если вам нужно для работы или для любви. И четвертая сфера – это офис, работа, продвижение себя
профессии. Вот эти 4 сферы, самое главное, мы с вами и рассмотрим. Я буду брать по 4 карты. Вы можете, как и прежде, вот как в предыдущем раскладе, из старших арканов, выбирать себе одну из 4 или же все 4 смотреть. Итак, подснимаю от себя, потому что делаю для вас. 1, 2, 3 и 4. Вот 4 карты на сферу личность, красота и так далее. Характер ваш. Первая карта. Смотрите, 7 жезлов. Эта карта говорит, что ваша личность будет теперь в очень комфортном положении, потому что, видите, камин знак комфорта. 7 жезлов – это у вас будут перемены в том, как вы энергию будете получать. Вы будете получать больше энергии. Это восстановление вашей красоты. Мы часто, когда мы что-то себе не любим, мы как бы показываем миру себя с одной стороны, и это всегда недостаточно. Здесь эта карта говорит: полюби в себе все черты там лица, фигуры, потому что это важно. Таким образом, у вас будет больше привлекаться успеха, когда вы интегрируете все свои черты. Ваша личность, будет все хорошо, вас будут любить, вы будете еще выбирать, с кем дружить, кому идти. А птица за окном означает, что просто как песня будет в жизни. Но это очень хорошая карта. Перемены. 7 всегда перемены в энергии. В сторону плюс. Больше энергии будете получать. Вторая карта. 6 пентаклей. Но здесь у вас столько будет денег, что вы сможете на себя потратить любимую, да? На какой-то красивый наряд, на какие-то крема современные. Кстати, очень дорогие. Я пошла, купила себе крема с дочерью. У меня дочь врач, она мне помогла выбрать какой самый лучший. Если хотите, я могу сделать обзор. Но не кремов, потому что мне никто не платил за это, а просто рассказать вам, что я от дочери своей знаю. Я заплатила $500 за 4 крема. Такие цены у нас здесь кусаются, да? Но у вас на это хватит денег. У вас на это хватит денег. Потому что 6 пентаклей – это когда много денег есть. Даже хватает, чтобы кому-то еще подарок сделать из родных, любимых. Следующая карта. Кстати, свой пример привожу только для наглядности, не для того, чтобы там о себе рассказать ни в коем случае. Я вообще человек скромный, если вы меня давно знаете. Здесь у нас 3-я карта. Королева чаш. Но это очень хорошая карта. Королева чаш говорит о том, что вы будете любимы. И, вы знаете, мы, женщины, расцветаем, да и мужчины тоже, кстати. Все люди на земле расцветают, когда они любимы. И я могу заранее уже продиагностировать даже 7-ю сферу партнерства, что вас будут любить. Или тот человек, который у вас сейчас есть, будет любить, или будет новый, что для кого. Но любить вас точно будут, потому что вы здесь расцветаете в своей внешности, у вас спокойное, хорошее настроение, прекрасное настроение, радостное и теплое такое, да, потому что вы любимы. Есть человек, который не мыслит себя без вас. Вот это означает королева чаш, женщина любимая. Но если вы мужчина, наоборот, переставьте все. 4-я карта на 1-ю сферу личности, внешность. Паж пентаклей. Здесь будет тоже деньги. Пажи всегда это поиск денег. Хлопоты, заботы денежные. А вот здесь, видите, человек заговаривает этот пентакль. Он учится делать деньги. Он учится делать что-то руками или, может быть, ментально. Что-то, что нужно другим людям, что приносит деньги. И лисичка – это тотемное животное, помогает. Собачка или лисичка, не знаю. Лисичка – это предприимчивая, собачка – это верность. Вот собака верит в него, верит, что у него все выйдет. Этот человек – это вы. Может, ваш внутренний ребенок боится, что денег не будет. Эта карта успокоит вашего внутреннего ребенка. А если вы будете спокойны, вы найдете возможность заработать столько, сколько вам нужно, чтобы на себя любимую потратить. Это все на себя любимую тратится. И у вас здесь 2 карты пентаклей, деньги для этого будут. Сила возвращается по карте жезла, энергии. Ну и вы любимая женщина. Очень хорошо. Я очень рада. Итак, смотрим 2-ю сферу. 2-я сфера – это у нас дом, родной дом, или тот, который вы снимаете, купленный, квартира. Это тоже ваши родственники, как родители, такая вещь. Ну, в общем-то, недвижимость, да. Недвижимость очень важна, потому что недвижимость – это наше самое большое вложение. Итак, 4 карты. 1, 2, 3, 4.
Вы можете выбрать карту. Может, можно поставить на паузу, если у вас есть желание, но я знаю точно, что вы себе выберете именно то, что вам нужно. Еще я скажу, что можно ничего не выбирать, потому что если вы все карты послушаете в процентном соотношении, с каждым прорезонирует это по-разному, и таким образом карты очень вам помогут, потому что будет вот как перчатка подходить. Но вы решайте, как вам удобно. 1, 2, 3 или 4 выбирайте, а я посмотрю для вас. Первая карта – это паж меча. И если вы ссорились в семье, видите, вы ссорились, просили Бога, Творца, высшие силы объяснить вам, почему не можете понять друг друга. Почему, если у вас дети в подростковом возрасте, почему с ними так трудно найти общий язык? Или, например, если у вас родители уже в возрасте, почему с ними так тяжело? А может быть, у вас были ссоры с партнером, какие-то ссоры в доме были. И эмоции высокие были, луна. Но сова говорит, что как-то ваш партнер, тот, с которым вы ссорились, человек, он повзрослеет, он поймет, что нельзя так делать. Вы в любом случае друг другу по судьбе. Это родня, от нее никуда не денешься. Здесь книга, это книга судьбы, да? Это родня, и куда денешься от родни. Подождите, сниму очки, посмотрю, или хорошо. Хорошая резкость, да. Вот, и от родни никуда не денешься. Что делать с родней? Я вижу здесь, что вот это такой острый момент в вашей жизни, когда не было взаимопонимания с родными, он изменится, потому что паж – это поиск пути, поиск решения. Это уже, знаете, когда какие-то хлопоты, заботы, чтобы больше не ссориться. Видите, даже карта об этом говорит, такой у нее вид. А также я здесь вижу, что это в лесу, то есть у вас именно в вашем ракурсе, вы где взаимодействуете с родными. А также паж говорит о том, что поиск есть, мудрость есть, значит, будет найдено решение. Еще что эта карта говорит о недвижимости? Может, кто-то хочет продать недвижимость, до сих пор не получалось продать. Паж говорит, продолжайте искать покупателей, вы продадите или купите. Например, кто-то хочет переехать в другую квартиру или дом. Продолжайте искать, вы найдете обязательно. Следующая карта, вторая. Это королева меча. Видите, здесь мечи у нас. То есть поиск решения – это решение трудных вопросов. Мечи второе – это трудные вопросы. И здесь вы ищете, как решить какой-то трудный вопрос. А раз вы его хотите решить, вы его обязательно решите. Этот нож, он не для борьбы здесь. Высшие силы вас любят для того, чтобы посмотреть на этот букет и, может быть, почистить букет, да, может, нужно почистить свой дом, убрать в него, может, привести в порядок. Вы знаете, бесы иногда задерживаются, если есть пыль или паутина где-то. Все почистить шкафы, привести в порядок на кухне шкафчики, сделать ревизию гардероба, в общем, чтобы дом дышал свежестью, да. И тогда вот эта птичка, это высшие силы, которые заглядывают в ваш дом, они скажут, что видишь, твой дом, твоя крепость, там ты можешь отдыхать душой и телом. А я здесь вижу, что вы выбираете нужный инструмент для того, чтобы почистить ваш дом. Здесь высшая сила защищает ваш дом, чтобы не было в нем обид, боли и не было в нем страданий. Как часто у нас у людей в доме страдания, если близкие люди как бы мешают жить друг другу. Но здесь букет, цветы. Цветы – это когда вы договоритесь, когда вы поймете друг друга, когда не будут ссоры в доме, и это удачные какие-то купли-продажи, может, имущество какого-то. Итак, третья карта. Но это рыцарь. Пажи у нас ищут поиск решения. Рыцари уже приносят добрую весть. Рыцари – это уже когда нашли решение, когда высшие силы помогли, когда уже есть дорога. Вы уже знаете, здесь вы ищете дорогу, а здесь вы уже ее нашли. И здесь колоски означают «созрела какая-то мысль». Созрела идея. Можете ли переехать, или дом достроить, или сделать ремонт в квартире, или же выплатить скорее ипотеку, кто-то поможет. Знаете, ипотеки, уже говорят, в Японии берут ипотеки на 100 лет. Ну, потому что недвижимость такая дорогая. Если у вас нет недвижимости, здесь, наверное, вы сможете уже приобрести себе какую-то недвижимость, потому что недвижимость будет дорожать по всему миру, поскольку людей-то больше становится, жить-то где-то нужно. И это вложение, хорошая инвестиция. Вот здесь такая вещь. Рыцарь – это хорошие новости. Жезлы – восстановить силы. Ваш дом пополнится, в нем силы восстановятся. А также может пополниться новыми членами.
или зять, или друг, или партнер, если еще пока нет. В общем, это что-то, вы едете. Лошадь, кстати, это ресурсы. Вы едете на лошади по пути к своему счастью, потому что дорожка идет прямо к солнцу. Видите? Или же вы купите дом в лучшем месте под солнцем или квартиру, или же ваш дом поднимется в цене, или в нем будет красивый ремонт, красивая мебель, что-то такое хорошее. Следующая карта, что касается дома. 8 пентаклей. Но это для тех, кто работает из дома. Девочки и мальчики, альтернативный заработок. Очень важен сейчас. Сейчас все мы должны искать, что мы можем делать такого, чего другие не умеют. То есть по талантам. Маленькая копеечка, но заработанная своими руками из дома, когда вы не должны тратить время на офис или же на дядю работать, это огромное будущее в этом есть. И даже пусть вы работаете где-то на предприятии, начинайте подумывать о том, чтобы что-то делать из своего дома маленькое, своя мастерская. Именно то, к чему у вас душа лежит, из своего дома, из своей квартиры. Видите, какие бочки, в этой бочке какой-то ресурс, сырье какое-то. Вы занимаетесь, или ваш любимый человек, или ваши даже родители в возрасте. И это в копилочку все идет на счастье. В общем, 8 пентаклей – это когда деньги никогда не заканчиваются. У вас деньги просто никогда не будут заканчиваться, всегда будут деньги. Я счастлива это видеть. В общем, это для дома, дорогие мои. Теперь для партнерства. Я знаю, что партнерство не всех интересует, поэтому здесь партнерство как в любви, так и по делам, что у кого. Можно выбрать из 4 карт. Можно выбрать 2 или 3. А можно выбрать все 4, что на самом деле, мне кажется, лучше всего, выгоднее всего, потому что больше советов от высших сил. Так, смотрим. Итак, 7-й дом по гороскопу – это кардинальный дом, это дом партнерства. Партнерство с одним человеком, или для любви, или для дел. Первая карта – это паж опять. Паж – это поиск, да, как я уже сказала. Хлопоты, поиск, заботы. Итак, заботы. Здесь касательно чего? Ну, здесь такая вода бурная, она для очищения, опять лес. Это ваше подсознание, ваши таланты, ваше таинство вашей жизни. И вы рисуете свою жизнь прекрасную, да? Паж чаш. Это встреча партнера, это поиск партнера. Извините, здесь ветерок есть немножко. Я положу сюда старшие арканы, чтобы они задерживали ветерок. Здесь вы ищете, и вас ищут, да? У кого нет партнерства. А может быть, это какой-то заказчик, это какой-то благодарный заказчик, качественный, который оценит вашу работу по заслугам и будет всегда приходить за вашими услугами. Это может быть партнер для продаж, купли-продаж. Это может быть для любви человек, который ищет дорогу к вам. Если вы поссорились с ним, он ищет дорогу к вам, чтобы примириться. Ну или она. Все зависит от того, кто вы. Я же не буду... Понимаете, мужчины, я же для женщин говорю, да, имеется в виду для всех. Поиск любви, вот что вам нужно, вот что будет. Вторая карта, я смотрю только прямые в этих рамках, и здесь 3 пентаклей. Но это денежки для красивой новой одежды, чтобы партнеру нравится, себе нравится. И это вы вот как на пьедестале, да, как будто вы на зеленой дорожке. И какой-то верховный жрец делает заклинание, благодарит Вселенную за то, что вы живете, что вы прекрасны, чтобы вам помочь, вас оберегать. Я здесь вижу, что это может быть вы и ваш партнер. И единомышленник партнер. У вас много общего. И если до сих пор, может быть, вы не понимали друг друга, здесь вы договоритесь. Помиритесь, договоритесь, найдете друг друга. Аист – это символ перемен в личной жизни в сторону плюс. Это когда есть уют, покой и счастье, домашнее приятное счастье. Может быть, с кем-то съедетесь жить. Следующая карта – это 10 чаш. Ну, это вообще здесь все на карте так понятно, да? Я обожаю эту карту. Это то, к чему все стремятся, и то, что будет у вас обязательно. 10 – это новый уровень чего? Любви, 10 чаш. Вот смотрите, дерево, общее дерево жизни у вас, да? Это ангел вашей любви. И есть взаимопонимание. Вот эта, как сказать, подстилочка, да, под деревом, такая летняя, она говорит о том, что вы заодно с друг другом, вы на одном вот этом
что ли, покрывали, да, покрывало правильнее сказать. Извините, если я что-то не так говорю, но я же из потока слова беру как свет. Я их перевожу на язык, который мы с вами понимаем. Иногда слово как бы кламзи немножко, но вы поняли, о чем речь. Это говорит, что вы заодно. У вас и дерево общее, у вас общее будущее, у вас общее это одеялко, которое под вами, и у вас общая вода. Какая красота! И у кого-то, может быть, дети или внуки, или общие ваши дела, потому что дети – это общее ваше детище. И вы с любовью смотрите на это все. В общем, это счастье, идиллия. Эта карта гарантирует вам, вообще у всех абсолютно проиграется, что это время любви, это время счастья. Замечательно. Смотрим дальше. 4-я карта. Это 2 чаш. Вот как по заказу, да? Ну вот точно как по заказу. Это же дом партнерства, любви или взаимопонимания для дел. Потому что что такое правильное товарно-денежное отношение? С любовью дать, с любовью дать. Взять 50 на 50. Кстати, точно такой же закон действует и в семье. Поэтому зеленый цвет, цвет Венеры, она отвечает и за дела, за финансы, за дела, и за любовь. И как по заказу у нас здесь 3 карты чаш, 3 карты любви и карта денег. Конечно, деньги нужны, чтобы было приятно жить с любимым. Что мне нравится здесь, что это 2 чаш. Это карта полного взаимопонимания, полного счастья, полной идиллии в отношениях. Или же в отношениях, в партнерстве, там, при продажах, при ваших делах, да, с коллегами на работе. Это полная идиллия, у вас будет все замечательно. Но это для тех, кто еще не имеет отношений, девочки и мальчики. Но просто грех вам не искать партнера по такому раскладу, потому что вы точно найдете. Ну а если у вас уже есть любимый человек, у вас просто жизнь превращается в сказку. Такой расклад 10 чаш и 2 чаш – это сказка, это когда есть любовь, взаимопонимание, счастье. Здесь просто в рамочку золотую и пользоваться. Это шикарный расклад на отношения. Итак, дела, работа. Я сюда же буду вкладывать и финансы, хорошо? Продвижение себя, профессия. Такой казенный дом, да? У нас как 10-й дом казенный дом, и 4-й под ним это собственный дом. Но здесь мы казенный дом. 4 карты. 1, 2, 3, 4. Смотрим, что у нас по работе. 1 карта. Ну, вы выбрали себе или все будете смотреть, что, наверное, лучше всего. 8 меча. 8 – это у вас такое чувство, что на той работе, которой вы сейчас, вы должны быть, у вас нет другого выхода. Но вы не должны быть на той работе, если вам тяжело. Здесь тяжесть. Здесь у вас такое чувство, что, может быть, на вас наговаривают коллеги. Может быть, коллектив такой, знаете, ядовитый. Такое чувство, что вы устаете на работе, вкладываетесь намного больше, чем вам платят. И вы устали. Вы устали, вы истязаете себя этой работой, потому что чувствуете, что эта работа вам не по судьбе. Если это так, карта описала вас сейчас. Но в этой карте еще есть намек на то, что так все кажется, потому что у вас глаза закрыты от выхода, а выход точно есть. Посмотрим, какой выход. Смотрю только прямые, просто напоминаю. Это король меча. Вам нужно быть смелее, чтобы выйти из этой ситуации, которая у многих, может, сложилась. Сейчас же такой кризис, так все сложно. Каждый человек самоутверждается на работе каким-то образом. А если человек не очень психически сильный, он может самоутверждаться тем, что негативит, вредит другим. И у вас, наверное, есть такие враги, то вам нужно быть очень смелой, потому что король меча описывает вас. Храбрый, смелый человек, который разбирается. Вот профессионализм ваш – это то, что поможет вам. Вы разбираетесь в делах лучше, чем ваши враги намного. Вы высокий профессионал, вы намного сильнее. Вам нечего бояться конкурентов, потому что вы намного профессиональнее, намного работоспособнее. Вы обожаете свое дело, поэтому вы работоспособны. У вас есть вот это аутентическое обожание своего дела. Понимаете, вы не должны бояться никаких или конкурентов на работе, или врагов. Адаптируйте для себя позицию короля меча, смелого человека, который никого не боится и знает, что упорный труд, он обязательно даст плоды. Следующая карта, 3.
Но это тройка чаш. Смотрите, вот вначале вы боитесь, что у вас или конкуренты, или такие вредные, совершенно глупые люди, которые вам специально вредят на работе. Теперь вы адаптировали роль смелого короля меча, то есть человека знающего, уверенного в себе. И вот вам результат. И вот вам простой результат. Тройка чаш, победа, счастье. Это кто-то по этой карте получит прекрасную работу. Кто-то по этой карте продвинет себя, может быть, в своем личном деле. И здесь другие люди – это те, которые за вас горой, те, которые вас любят, те, которые верят в вас, любимые, друзья. А также это могут быть ангелы. Вот ваша фигура посередине, а вот эти ангелы по левое и по правое плечо от вас – это те ангелы-хранители, которые помогли вам выйти из этого конфликта на работе. Это для тех, у кого есть конфликт на работе. А у кого конфликта нет на работе, продолжайте работать, где вы есть. И знайте, что у вас могут быть две интересные еще идеи, где вы сможете продвинуть свой профессионализм по этой карте. Это карта праздника. Вам будет почему? И будет повод для того, чтобы праздновать. И это заработок тоже, которым вы будете довольны. А заработок у вас будет потому, что вы верите в себя, и вы знаете, что вы достойны хороших денег. Четвертая карта – это десятка пентаклей. Ура! Ура! Ну вот просто хочется гимн победы петь, да, потому что именно на деньги выходит, последняя карта в раскладе, выходит десятка пентаклей, а это карта больших денег, когда хватает на все, и на помощь детям, родителям, на себя, любимых, и на то, чтобы какое-то имение приобрести. Что такое имение? К вашему имени. Это может быть как квартира в хорошем районе, так и дом в городской черте или за чертой города. Это может быть даже в другой стране. Но это когда столько денег, они отложены, они работают на вас. И это будет. Вы сейчас буквально закладываете фундамент своему будущему благополучию. Без денег вы точно не будете. Так что выбросите свой страх бедности через форточку. Он у вас архетипичный, как у каждого человека. Но эта карта наглядно делают. Это же не то, что просто сказано, да? Наглядно карта говорит, деньги будут, денег будет много, и нечего о них вообще больше думать. Начинайте думать о жизни, о том, чтобы получать опыт жизненный, потому что деньги точно будут, о них заботиться больше не нужно. Девочки и мальчики, я обожаю этот расклад, он такой классный. А вас я очень люблю. Вы для меня очень любимые люди. И сейчас я скажу одно, что эти карты, знаете, что я сейчас сделаю? Я сделаю для вас оберег. Эти карты принесут вам счастье. У нас здесь где-то есть десятка чаш, десятка пентаклей, из тех, что выходили, десятка чаш. Вот, что у нас еще здесь выходило такое с вами. Ну, в общем, очень хорошая тройка пентаклей, денежный прирост, двойка чаш. Вот эти, понимаете, чаши – это когда вы рады. И я сделаю оберег из этих карт. Я очень вас люблю, обожаю. Моя дружба для вас – это мои действия. Я делаю для вас расклады. И я с вами дружу. Если вы хотите дружить со мной, подписывайтесь на канал. Прямо сейчас нажмите пальчиком «Подписаться», если вы еще не подписаны. Если вы подписаны, ничего нажимать не нужно. Кстати, колокольчик можете сами подключить, если есть желание. Да? Тогда будут мои новые видео сообщать вам. Но это не обязательно, только по желанию. Ставьте пальчик вверх или вниз, чтобы оценить мою работу. Это ваш оберег. Он принесет вам счастье, радость, удовольствие, любовь, благополучие и все, чего вы для себя, именно для себя хотите. Я преподаю Таро, кто не знает. У меня есть потрясающие курсы. Все, что меня научил Джон, плюс мои личные разработки. Мои курсы можно приобрести у меня на сайте. Переход на сайт есть о канале. Или же под каждым видео в его описании. Я знаю, что этот расклад вам поможет. Мне было очень здорово в вашей компании и в компании того, что я обожаю делать, то есть считать карты. И я знаю, что мы с вами обязательно еще увидимся. Надеюсь, что и вам было со мной не скучно. А было ли вам скучно или интересно со мной, приятно или нет, я только узнаю по вашим комментариям. Буду ждать ваши комментарии. Люблю вас, обожаю и до новых встреч!